Всем привет! Вы на канале «Шить для себя – это удобно». Я для себя шила спортивную сумку для фитнеса. Очень она мне уж нужна была. И на самом деле не так сложно оказалось ее шить для себя любимой. Сумка не маленькая, не совсем маленькая. Размеры ее таковы. По ширине она где-то 35, по высоте 23-24 и дно 14 сантиметров. На вот этом уровне на 2 сантиметра 12 получается. То есть она немножко на заужение идет. Вот такая сумочка. Ручки достаточно длинные, в сложенном состоянии 72 сантиметра 70 и 35 вверх. И позволяют носить ее еще на плече, в руке и на плече. Значит, сумка имеет карманы внешние, отстрочку, как вы видите. Сшита она из джинсовой ткани, из остатков ткани. Молния. Здесь обработана, все швы обработаны. Эти швы позволяют более жесткой становиться сумочке. И внутри тоже есть карманы. Вот такая чудесная сумочка. Главное, она нужна мне для похода в фитнес-центр. Если вам тоже понравилась она, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, смотрите видео дальше. Итак, как я делаю заготовки для сумки? Вот эта деталь, дно. Укладываю, намечаю линии по 3 сантиметра под 45 градусов, разметила. Затем уложила на поролон, толщина в моем случае 1 сантиметр. И снизу любая ткань, любая, ненужная, потому что она никакой функции не несет, только защищает, чтобы зубчики не тормозили у машинки. Вот. Сколола. Нижние части должны быть шире, поролон можно чуть-чуть меньше, чтобы не входил в шов. И я начинаю строчить от середины. Вот, наметила. Эту иголочку можно убрать. Поставила лапку с верхним транспортером на самый крупный стежок на 5. Шью я нитками капроновыми, и снизу тоже такого же класса поставила, чтобы не петлило. И по намеченным линиям строчу. Если у вас хлипкий катон, то вы его продублируете. У меня хлипкий, я его еще дополнительно продублировала. То есть катон или джинс. Сверху я продублировала, потом поролон сантиметровый и любая ткань ненужная. Здесь можно развернуться. Аккуратно разворачиваю. Дохожу до следующей строчки и строчу. Для настрочки можно использовать различные лапки. Я их часто использую, показываю. Ну вот в данный момент я просто решила наметить. Если использовать обычную лапку, вот такую, она тоже шьет, но просто вот эти вот все строчечки, они то мельчат, то укрупняются, то мельчат, то укрупняются. Хочется все-таки качественные строчки. Вот, поэтому верхний транспортер. Теперь можно развернуться и прострочить, например, вот сюда. Это чтобы не обрезать нитку. Вот. Но я стараюсь все-таки от середины несколько сделаю полосочек, а потом вот так несколько полосочек. То есть чтобы от центра в стороны все расходилось, чтобы не сбегались полоски.
Вот, и я продолжаю. Можно теперь сделать полосочку в другую сторону. Можно также продолжать параллельные линии. Это уже на ваше усмотрение. Чаще всего на дно, на бортике я использую сантиметровый поролон, а там, где молния, где можно потоньше, использую 3-миллиметровый поролончик, который складываю из 2 частей. Вот это уже по желанию, с опытом приходит. То, что вам нравится, то и делайте. Вместо поролона можно использовать ватин, синтепон, но вот таких квадратиков красивеньких уже не получается. Такую натяжимость дает только поролон. И я продолжаю заготавливать детали для сумки. Показываю еще один раз, как я заготавливаю кант. Взяла джинс другой, поперечно его порезала, именно этот, потому что он стрейчевый, а вообще по косой, конечно. Укладываю, ширина его где-то 3 сантиметра пополам. Если мне будут излишки, я лучше отрежу, но удобнее заготавливать именно этот. Установила лапку для потайных молний, сместила иглу в левую сторону и вот настроила так, чтобы строчить как можно ближе. Использую вот такой пластиковый шнур, купила в Ашане. Его использую для сушки белья, ну вот такой пластиковый, потому что попрочнее. И вот таким образом заготавливаю сколько нужно. Я померила, у меня на одну сторону сумки потребуется чуть больше метра. Ну, в общем, 2,5 метра заготавливайте, если кто-то будет шить, на всякий случай. И вот так на самом крупном стежке заготавливаю кант. Вот так он выглядит. Его еще называют кедр. Вот, ну мы его сделаем своими руками. Почему нет? Теперь более подробно поговорим о сумке. Что для этого нужно? Для этого нужно лекало, которое я уже изготовила сама. 2 детали. Смотрите, вот таких нужно 2 детали, 2 заготовки. И теперь поговорим о размерах. Если ее сложить пополам, то 20 сантиметров широкая часть, 17 узкая часть. И высота самой заготовки 23 сантиметра. Откладываем вниз 6 сантиметров, проводим линию, это будет линия входа в кармана. Логично сразу мыслить, что вот это заготовка кармана. Ее высчитать легко, 23 минус 6, а по ширине точно такая же. Так выглядит основная заготовка. На расстоянии 7 сантиметров от центра будут прикрепляться ручки. Ручки я буду делать из вот такой тесьмы. Ну, это какая-то специальная жесткая тесьма, покупала, либо где-то было у меня. Вот, теперь у сумки есть дно. От середины я делала расчеты вот так. Деталь большая, я ее уже настрочила, специально оставила, чтобы показать, как это выглядит. И после этого я буду уже останавливать по заготовке. Расчет такой: вся длина 37 сантиметров, 7 сантиметров широкая часть, это дно. На дно уходит 18,5, еще 18,5, и здесь по 6. То есть немножечко на сужение идет сумка. Это будет дно. И еще будет заготовка верха под молнию. Здесь будет сгиб. Вот. И выглядит она будет следующим образом. Я заготовила ее широким способом, вот таким. А потом буду разрезать от сгиба в сторону сюда и сюда. И разрежу по центру. По центру будет молния. Это планочки под молнию.
Вот у каждой детали, забыла сказать, 22,6. И обязательно добавляйте припуски на шов. Я добавляю где-то по 0,7 до сантиметра. Теперь понадобится еще заготовленный кант, как заготавливаться показала. Понадобится вовнутрь либо косая бейка, либо какая-то тесьма для обработки швов. Ручки показала. И для каждой детали нужна будет своя подкладка. Моя подкладка будет из плащевки. Так как сумка фитнес-сумка, я хожу в бассейн, мне нужно, чтобы не промокала она внутри. Вот. С чего начинаем? Начинаем с осноровки и заготовки деталей. Осноравливаем детали. Как вы видите, если уложить, то получается четко моя заготовочка со швами 0,7 сантиметров. Вот эту заготовку я разрезаю пополам. Это у нас будет верхняя планка. Наметила вот такие линии, чтобы не перепутать, чтобы у меня все совпало в районе молнии. Точно такая же будет подкладочная ткань. Посередине будет молния. Длина молнии в моем случае, сейчас я вам точно скажу, 50 сантиметров молния. И сюда я буду ее вшивать. Как обычно. Укладываю, пришиваю, с изнанки пришиваю подкладку. И сверху буду настрачивать. Это планка. Заготавливаем. И подготавливаем дно. У нее тоже есть, у дна есть тоже подкладка. Как вы видите, при настрачивании произошла небольшая усадка, но нам этих швов хватает, и мы аккуратно берем и все обрезаем согласно размерам. Вот таким образом. Эта ткань нам не нужна, это может быть любая, какую хотите, хоть нетканное полотно, которым пыль вытирают, что хотите. И вот так я каждую деталь осноравливаю, заготавливаю планку и заготавливаю карманы на подкладку, как вы тоже захотите. Предвижу вопросы, поэтому сразу рассказываю, что настрачивала я вот эти планки, те, которые к молнии, вот такой поролон тоненький, 2 слоя. А вот эти стеночки и основная деталь сантиметровый поролон. И все. Вот. Очень важно теперь уложить осноровленные детали непосредственно дно на подкладку и соединить по краю. Просто соединить ее под краю. То есть у нас подкладка будет сразу соединена с основным изделием. У детали верха будет еще карман. Карман также заготовлен, только я использовала 2 слоя поролона тоненького для кармана. И теперь карман нужно обработать. Для этого я наметила место, там где обтачка цельнокроенная будет загибаться, вот так. И к этой обтачке лицо с лицом прикладываю подкладку, она может быть любой, притачиваю, отворачиваю в сторону, шов растрачиваю и загибаю, заутюживаю и соединяю карман по краям. Подкладку к карману притачали и растрочили, то есть проложили строчку. Теперь загибаем по рассечке, заутюживаем край. Вы можете воспользоваться 2 способами. Либо заметать, либо заклеить клеевой паутинкой вот здесь, чтобы не выворачивалось, так как строчку я прокладывать не хочу. И теперь то, что излишек вышел, вы просто соединяете и осноравливаете. И еще я советую все утолщения по боку постараться маленькими ножничками вырезать, ну где-то 0,7. С этой стороны у меня получилось хорошо, а с этой стороны вышло. И это все я обрежу. По возможности все швы в районе
1 сантиметра по краям, все нужно высечь. Очень важным моментом является, когда вы будете соединять с подкладкой дно, оставить вот здесь место для того, чтобы сунуть сюда какой-нибудь уплотнитель. Я имею в виду фетр или ну, что у вас есть, пластиковая салфетка, очень много чего можно сюда засунуть. Вот бандо, в конце концов. Почему я сразу это не делаю? Потому что неудобно будет вшивать. Он жесткий, а уже на последней стадии, когда эту сторону буду притачивать, можно всунуть и аккуратненько соединить. И еще, значит, смотрите, у каждой детали есть своя подкладка. Вот. Это одна деталь. А это вторая деталь, у которой есть карман. Вот так заготовленный карман выглядит на подкладке. Он укладывается снизу, соединяется по краю, затем меняются нитки, и по центру будет проложена строчка белая, ну, для красоты. Вот. После чего укладывается тоже на подкладку и соединяется по краю и останавливается. Вот такая технология. Можно сделать насквозь, тогда подкладка будет, только здесь нужно поставить черные нитки, не забыть. Вот это важно. Итак, на этой стороне, там где карман, внутри не будет внутреннего кармана, а на вот этой стороне я сделаю дополнительный карман. Вот. Из такой заготовочки. Это тоже джинс, просто настроченный на один слой синтепончика. Я его тоже также заготовлю, как и верхний карман. Настрочу и сделаю по центру строчку. После того, когда пришиты все карманы, вот со стороны подкладки на этой части нет, а сверху есть, а на этой детали карманы пришиты изнутри. Теперь мы пришиваем кант. Кант ровно укладываем. Я его обрезала до ширины сантиметр. Теперь аккуратно. Важно осноровить детали так по лекалу, чтобы они были абсолютно одинаковые, для того, чтобы дно у нас село одинаково. И вот я сейчас строчу, попадаю прямо вот сюда, в строчку заготовки. Аккуратно выкладываем кант, так как стречевая ткань рассекать даже не приходится, оно и так ложится. И вот так я продолжаю. Важно строчку сделать помельче, потому что, чтобы при выворачивании вот здесь не оставались зубы, ну, чтобы не было видно нитку. Для этого строчку лучше сделать чуть помельче. Опять выкладываем уголок. И доходим. Я начала снизу, чтобы было меньше заметно. И вот смотрите, начинала я, завернула уголок вниз, теперь сверху вот так укладываю и тоже увожу вниз. Здесь еще можно просто как бы косой биечкой подшить ее вот сюда и закрыть еще таким образом. Но я сейчас попробую, если не понравится, то переделаю. Можно по-разному, это не ошибка. Главное, чтобы это было аккуратно.
В итоге вот что получается, достаточно аккуратно. Чем ближе мы попадем в строчку вот сюда, тем лучше будет выглядеть кант. Все, то же самое делаем с другой стороной. Кант пристрочили, так это выглядит. Вот заготовки готовы к дальнейшим действиям. На заготовке мы сравниваем все параметры, они должны совпасть. И теперь отмечаем на расстоянии 7 сантиметров от центра ручки. Ручка будет размещаться ближе к краю. Не к центру, а к краю. Ручку я буду использовать тесьма специальная для ручек и притачивать по наметке. Длина ручки 73 сантиметра. Притачиваем сначала с одной стороны, потом отгибаем и настрачиваем квадратиком, можно крест-накрест, как вы захотите. То же самое делаем с другой стороны. Ручки пришили. Так это выглядит. И теперь по центру здесь нужно уложить молнию. Молния пришита очень просто. То есть лицом на молнию я уложила к изнанке и к лицу. Вот так две части. Это изнанка, это лицо. Притачала сантиметровым швом и отогнула. Теперь я вдоль молнии дам строчку белого цвета, перезаправлю нитки, а с этой стороны оставлю черный. Все. И после этого мне нужно уточнить длину получившейся сумки. Для этого я совмещаю, четко отмеряю, где у меня заканчивается верхняя часть, отмечаю и промеряю. Так же самое нижнее. После уточнения всех этих деталей, деталь молнии с молнией и деталь дна соединяю в кольцо. Размеры все уточнила. И что хочу сказать, что когда немножко обрезав, видите, подкладку я не обрезала, обрезала только верх. Для чего это нужно? Для того, чтобы когда я уложу сверху, я обогну подкладкой и сделаю строчку. И шов будет очень аккуратный, а потом заверну. И можно вручную, либо на машинке настрочить. Это очень удобно так сделать. Таким образом мы убьем двух зайцев, обработаем вот этот край. После соединения в кольцо вот что получается. Видите, все чисто и аккуратно, потому что с лица настрочили, а с этой стороны черные нитки. Как я это сделала? Я соединила. Теперь шов нужно высечь хотя бы до 0,7. Теперь этим кусочком обогнуть. Вот так дать строчку. И потом с изнанки, когда уже здесь будет красиво, с изнанки настрочить. Вот такая обработка. И у нас получается кольцо, в которое мы будем уже наши бортики всаживать. Теперь начинаем аккуратно вметывать. Смотрите, обязательно сначала ту сторону, где дно полностью сшито, а та, которая не сшита, пока не вметываем. Все контрольные точки должны совпасть. Центры здесь, потом намеченные точки здесь по бокам. Теперь середина с серединой. Все аккуратно скалываем. Я использую всякие прищепки и купленные на Алиэкспрессе. Вот такие скрепки можно использовать.
какие вам удобно. И для неопытных я советую все это сметать. Просто вручную сметать. Я же буду сразу шить на машинке. Опыта хватит. И потом осторожно вот сюда нужно засунуть что-нибудь жесткое, потому что мягковатое все-таки. На ширину дна. Ну, где-то, посмотрите, по лекала. Я посмотрю, точнее, вырежу, покажу, как я буду сюда это засовывать. Вот. И точно так же вметать в эту сторону. Вот. И потом нам останется обработать косой бейкой края. Хочу показать важное. Вметывайте по округлой части. Почему? Потому что здесь видна строчка втачивания вот этого канта. И вы старайтесь в нее именно попадать. Так как ее видно, мне под машинкой видно, а вам, наверное, не очень. Я вот так укладываю осторожно и строчу именно в строчку канта. Совмещая вот рассечка и вот рассечка, это важно. И вот так по кругу, совмещая все рассечки. Вот строчка канта, и мы в нее попадаем. И вот так по всему кругу с одной и с другой стороны. Итак, одну сторону я пришила. Вот так это изнутри смотрится, снаружи. Вот. Смотрите, какая красота получается. Мне очень нравится. Вот. И с другой стороны будет стенка с карманом. Вот. И что важно, на вот этом участке мы оставляли отверстие. Я туда засунула коврик. Я его шила для сумки, такой съемный, вот такой, плотненький. Теперь его назад восстанавливаю. Пробовала, думаю, хватит, не хватит, хватит. И его достаточно закрепить в нескольких местах, попасть в точечки, и все. И закрепить дно. Теперь пришиваем точно так же, как и ту стеночку. Ну, потом будем либо вручную, либо на машинке, как позволит. Машинка, если позволит косую бейку пришить на ней, значит пришьем на машинке. Ну все, работа завершена. Так выглядит моя сумка. Сейчас я ее застегну. Смотрите, какая красота. Ручки очень удобные. Позволяют одеть их на плечо. Смотрите, какая сумочка. Красота. Здесь карманы внешние, внутри карманы внутренние. Вот такие. Все обработала внутри. Я, правда, не косой бейкой обработала, а вот такой корсажной, по-моему, лентой называется. Просто обернула край и дала строчку. Все, можно сначала наметать, а потом дать одну строчку по краю. И все. Это уже как вы захотите. Замечательная сумка теперь у меня есть. Посмотрите, так выглядит кант. Мне кажется, он здесь в тему. Очень даже неплохо. Так что есть чем ходить в спортклуб. Спортивная сумочка женская перед вами. Кому понравилась идея шить для себя сумку для фитнеса, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Не бойтесь, шейте, у вас обязательно все получится. Я точно знаю.